Козероги, август, обзор энергии для вашего знака зодиака, коридор затмений и уникальные врата льва 8 августа. В конце этого видео я вычту цифровое послание, которое будет подсказывать вам, что вы на правильном пути, ведь вы здесь не случайно. Сначала вытащу карту из колоды «Корни и крылья». Да, это о заземлении хорошего опыта. Козероги, вы получаете немало внимания на моих каналах, да? Я думаю, вы это уже заметили. Вы такой очень интересный знак для нас, и мы через ежедневные послания наблюдаем за тем, как происходит ваш рост, ваше развитие. Вот, я поздравляю отважных козерогов, которые уже видят какие-то, скажем так, изменения положительные, да, для тех, кто еще нет. Я вам желаю удачи и мудрости. Вот, 8 числа у нас 8 шикарная карта. Так, сейчас чуть-чуть, подождите. 8 августа у нас врата льва. А в духовных практиках принято считать эту дату очень изобильным, мощным таким энергетическим этапом, в котором вы можете проявить что-то такое очень новое, очень интересное. 12 августа у нас лунное затмение во львах, да, то есть это время, когда захочется проявить себя, захочется отставить все, отложить в сторону все сомнения, да, то есть звучать, проявляться, это вот про эту львиную натуру такую, и тем более, когда это еще затмение, может прямо захотеться вот действовать, да, не отказывайте себе в этом. 28 августа у нас частичное затмение лунное в рыбах, рыба это про глубину, это про самопознание, самоосознание, про то, что Козерог наконец может начать чувствовать, ах, вот я какой оказывается, да, то есть этот коридор затмений вас выведет, Козероги, в новое самоощущение, и это огромный прогресс, потому что любое духовное развитие, оно направлено на то, чтобы у вас сменилось самоощущение, и когда у вас меняется, Козероги, самоощущение, у вас начинает меняться картинка снаружи, другая материя. И вы начинаете, кто-то из козерогов уже проявляет, вот у меня сейчас ручки активные стали, да, у кого-то из козерогов уже энергия в ладошках, да, попробуйте практику, посмотрите, почувствуйте, какой цвет. Если вы видите цвет, это значит, что у вас уже есть какие-то уникальные дары, они начали проявляться, да, то есть когда человек возвращается к своей уникальной природе, то у него начинают проявляться все больше и больше его каких-то органических, натуральных талантов и сверхспособностей, да. И карта послания для вас, ваш личный собственный путь, Козероги. Здесь вон прям путь такой, солнышко и радуга, да, стоит. Радуга — это один из моих самых любимых символов, так же, как и белое перышко, и цифра 1111, 4 единицы точнее. Вот, и здесь возьмите ответственность за ваш путь, и делайте те выборы, которые в соответствии с вашим истинным «я» и вашим предназначением. Козероги, вообще вот для чего мы это все делаем, для чего мы эти все послания для вас создаем, да, чтобы вам как бы подсвечивать маршрут, который применим к любым жизненным ситуациям, да, то есть мы вам даем такие механики понятные, как навигировать среди общего потока информации, да, и выходить действительно на свой путь. Это, наверное, одна из таких миссий, именно видеть, как наши светлячки, как наши подписчики встают вот в свое предназначение, в свой вот этот вот уникальный код души даже, да, идет послание, такой код души. Когда вы идете в контакте с душой, когда вы начинаете ее слушать, вы уже никогда не свернете со своего пути. Вы, наоборот, получаете еще больше поддержки, больше подсказок, знаков от Вселенной, которые говорят: да, все так, молодец. И пусть даже на первый взгляд может казаться, да, Козерогу, что да не, ну не может такого быть, да, вы, пожалуйста, знаете, как идите в доверие, потому что внутреннее доверие, именно доверие своему резонансу, да, то есть если вам хорошо, если у вас мурашки от наших посланий, если у вас какое-то чувство доброты, спокойствия, значит, все в порядке, все хорошо. Вот, сейчас глянем по тарошечке. Тройка пентаклей, ха-ха. Восстановление жизненной силы, идет послание для кого-то, Козероги, да, то есть когда вы встаете на свой уникальный путь, вы перестаете так вот просто жутко уставать, да, то есть вот это вот чувство, я жутко, простите, заманался, да, оно уходит, потому что когда вы встаете на свой путь, это значит, что у вас начинает проявляться силы, достоинство, внутренняя храбрость, внутренняя целостность для того, чтобы позволять жизни течь, да, то есть не сопротивляться событийному ряду, не сопротивляться каким-то
хорошим, уготовленным для вас сценарием. Вы никогда не знаете, что кроется за поворотом судьбы, да, и здесь вот эта вот внутренняя храбрость и отвага Козерога в августе покажет, что за углом что-то хорошее притаилось, но как бы нужно и с другой стороны достаточно просто сделать шаг туда, да, то есть вот туда заглянуть, а что там такое за поворотом, что там такое для меня, да, то есть даже идет такое вот эта детская непосредственность в изучении мира вокруг, да, но, конечно, для козерогов, которые чувствуют внутреннее истощение, вам необходимо немножко будет в коридоре затмений, а он начинает действовать еще за пару-тройку недель до основных дат, да, то есть первое затмение солнечное начнет действовать уже в 20-х числах на вас. Вот. И здесь вот обратите внимание, это очень изобильный плодородный период. В каком смысле? Что он вам подсвечивает, что перестало служить и что пора отпускать. Да? То есть все, что вызывает страх, тревогу, обиды, какое-то желание, все, тогда я вообще не буду с вами разговаривать, это значит ограничивающее убеждение, это пора отпустить. Оно вам мешает идти дальше. Как работает, когда вы это отпускаете, у вас внутренний ресурс, жизненная сила, поток еще больше открывается. Это сразу может проявиться в желании разговаривать, у кого-то, знаете, в соцсетях начать проявляться, да, то есть какие-то посты делать, там, фоточки, что-то выкладывать, кружочки записывать. Вот, пятерка жезлов — это о внутренней силе, да, то есть внутренняя сила — это не про то, чтобы контролировать внешние факторы, внешние проявления других людей. Внутренняя сила — это про мудрость, спокойствие, самопознание и понимание, что каждый идет своим путем. У вас здесь свое что-то разворачивается, и это большая благодать, и даже, знаете, как благословение наблюдать, как рядом с вами кто-то растет. Это может быть ребенок, может быть кто-то взрослый, да, но в любом случае человек проходит свой путь, вы проходите свой путь, уважение, дань уважения — это как раз не контролировать, а просто идти рядом, да, то есть, как говорят, возлюбленные смотрят не на друг друга, а в одну сторону. И то, как происходит рост людей вокруг вас, тоже станет для вас заметным в коридоре затмений. Вот, проявится оно через положительные какие-то факторы поддержки, через факторы вашей внутренней мягкости, да, и знаете, как отпадет желание доказывать, да, то есть не хочется доказывать, потому что вы понимаете, что все на своих местах. Да, четверка пентаклей. Мой дом, моя крепость. В каком смысле? Не защита от каких-то бурь внешних, а понимание, что дома укрепляются позиции, дома укрепляется взаимопонимание, да, то есть становится как будто, знаете, вот больше теплой такой энергии, очень классной. Именно почему-то идет в хозяйстве, да, то есть, ну, хозяйство в данном случае это дом, может быть, у кого-то загородный дом, хозяйство — это может быть какое-то дело, какой-то бизнес, который вы делаете с душой, да, которому у вас действительно лежит все ваше естество, начинает расширяться, и начинает все становиться хорошо, туман у кого-то рассеивается, козероги, да, если вы не очень понимали, что делать дальше, туман рассеивается, но именно через контакт с внутренним, самим собой, да, не через выкручивание внешних там людей, говорит, ты тут неправильно, там неправильно, нет, это все не неправильно, это все внешние события разворачивают вас к себе, чтобы вы поняли, а что же такое на самом деле со мной происходит, и докопались до этой светлой истины в любом событии, даже если ум считывает его как негативное, есть очень важный момент открытия внутреннего света, да, и если вы в этом моменте сделаете очень простую практику, козероги, сейчас прям даю ее. Если произошло событие, вы подумали про него негативно, остановитесь на секунду, сделайте вдох, выдох и задайте себе вопрос, о чем на самом деле это для меня? И внутри загорится искорка, потому что когда вы хотите понять истинную причину природы, причину событий и вещей в вашей жизни, то ваша душа создает отклик. Отклик — это яркое, у кого-то яркое осознание, у кого-то чувство будоражит, у кого-то чувство восторга, у кого-то мягкое спокойствие, да, то здесь пронаблюдайте за этой энергией, которая проявляется и которая с вами сейчас хочет поговорить. Шестерка пентаклей, да, и вот через вот это мастерство слышания себя, вообще ваша основная такой ваш посыл — мастерство слышания себя, козероги, в августе, да, и вот через вот это мастерство слышания себя все встает, вот прям все встает на свои места, да, то есть и перестает быть желание вот это что-то потрясти, что-то подвинуть, да, вот мебель в вашем хозяйстве вся стоит так, как ей должно стоять, да.
И вы начинаете считывать, что это уникальный резонанс, уникальный порядок вашего бытия, и начинаете к нему относиться с превеликим таким уважением, да, то есть это все у вас может проявиться, если вы будете чутки к себе, козероги, в августе. Так, эта карта нужна? Нет. Немножко иногда так потоки идут, классные информации, начинаю считывать, и по инерции дальше доставать карты, вот это не нужно в данном случае. Вот, так что потоки мягкие, энергия хорошая. Единственное, встряски, которые могут быть, это только если вы неправильно ментально подумали о какой-то ситуации, да, поэтому старайтесь, наблюдайте и старайтесь вот эту практику делать, что же на самом деле здесь сейчас для меня хочет проявиться хорошее внутри меня, да, то есть здесь идет и внутренняя проявленность, и внешняя, да, но начинается она с внутренней. Никогда невозможно изменить внешние обстоятельства, в первую очередь не меняя себя и свое отношение, восприятие, да, этой ситуации. Это ваш личный путь. Вот видите, какая красивая дорога, без всяких гор, прямо вот, да, чуть-чуть она петляет, но это нормально. Вот, сейчас вытащу цифровое послание для вас на август. В целом желаю вам прекрасных вообще событий, да, каких-то, чтобы те единороги, хотела сказать, да, пусть будет, единороги, которые уже проживают свой путь 11-11 на счетчике, еще больше кайфанули, те, кто ищет, пусть нашли. Если вам откликается мой труд, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, делитесь этим видео, пусть другие козероги тоже услышат эту классную информацию. Вот цифровое для вас послание 1616. Перенастройка. О чем это перенастройка? Это как раз уход от негативного восприятия внешних событий, а для чего это мне нужно, что за такое хорошее хочет во мне пробудиться, да, то есть не пропускать через себя боль и обиду, а взращивать в себе свет и хорошее. Вот, да, как бы пройти через любые обстоятельства. Soulmates — это, знаете, господи, родственные души, романтика, влечение, поддержка и комфорт. Ваш уровень вот этой самореализации, вот именно контроля самореализации, да, то есть наблюдать за своими ощущениями, самый быстрый и самый правильный путь к тому, чтобы делать все правильно. На горизонте уже есть возможности начала новых каких-то романтических отношений, платонических отношений или улучшения существующих, так же, как и шанс начать жизнь или восстановить отношения с кем-то из прошлого. И все у вас складывается так, как должно. 1.6, 1.6. Ну, козероги, я вас поздравляю, чудесное послание. Это Анна, канал The Good, дело добро будет. До встречи в моих следующих обзорах для вашего знака. Благодарю вас и пока-пока.